Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Евгений Унгуран. Я рад снова вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас серия, где мы будем синхронизировать цилиндры моего мотоцикла. Сделать это самому мне показалось очень сложно, потому что пришлось бы разобрать весь мотоцикл. И вот такой момент настал, у меня лопнул патрубок охлаждающей жидкости. Патрубок находится вот там под дросселем между цилиндрами, и чтобы до него добраться, мне пришлось разобрать весь мотоцикл. Соответственно, раз я туда добрался, все разобрал и снял дроссель, я сразу проверил зазоры клапанов, они оказались в норме, сразу решил отсинхронизировать данный дроссель. У меня есть прибор для синхронизации, это два вакууметра с кранами, которые я делал в другом своем видео на другом канале. К ним я добавил шланги. Ну давайте подойдем поближе и подробнее все это рассмотрим. И да, хочу акцентировать ваше внимание на том, что я это делаю первый раз в жизни. Возможно, я это делаю неправильно. Я почитал сервис-мануал, я посмотрел другие видео на YouTube. У меня в голове сложилась некая картина, и я попытаюсь по этой картине сейчас все это сделать. Если будут какие-то уточнения, нарекания, или я в чем-то в корне не прав, напишите, пожалуйста, в комментариях. Что мне пришлось сделать? Пришлось снять бак, пришлось снять воздушные фильтры. И вот здесь между воздушными фильтрами и дросселем стояла такая баклуша, в которой была натыкана куча датчиков. Эта баклуша была вытащена. Из нее я извлек датчик температуры, воткнул его в разъем и убрал туда в сторону. Также на ней стоял вот этот клапан, который по инструкции нужно от нее открутить и подключить вот эти два шланга и разъем проводки к нему. Вот здесь стояли два клапана разрежения на левую сторону и на правую сторону. В принципе, по мануалу написано, что вместо них нужно воткнуть вакууметры, но я решил... Короче, я заметил, что когда их отключаешь, мотоцикл начинает нестабильно работать с перебоями, и сложно его настраивать. Поэтому я купил тройники в аквариумном магазине. Тут тройники с кранами, поэтому эти краны сразу можно использовать для настройки вакууметров. Вот этих кранов могло у меня и не быть, в общем-то. Большая проблема будет с баком, потому что бак нужно подключить сам топливный шланг к нему, который еще более-менее шевелится, и вот этот разъем питания бензонасоса, он очень короткий, тут 5 сантиметров от жгута, и поэтому с баком придется подумать, его придется подвешивать как-то. Далее, что необходимо по мануалу, найти вот тут в сгустке разъема вот такой белый разъем. По мануалу сюда надо подключить специальную приблуду диагностическую, которая представляет из себя просто фишку, проводок и на конце проводка тумблер. Ну, собственно, я заменил перемычкой из скрепки, надо соединить вот тут с одного края два провода, то есть два других по диагонали, а эти с краю. Их цвета бело-красный и черно-белый. Также вот с этой стороны есть два датчика. Первый датчик и второй датчик. Вот это датчик воздушной заслонки, ну, по-народному подсоса. Его также рекомендуется проверить. Ну, я думаю, это проверять надо в случае разборки и чистки, ну, полной разборки дросселя, потому что вот здесь у него есть регулировочный болт, и он должен быть правильно установлен поворачиванием вокруг своей оси. Значит, на полностью закрытой заслонке должно быть 0,6 вольта, на полностью открытой 4,2 вольта. Как это померить, думайте, гадайте сами. Я попытался это померить на зажигании, но заслонка сопротивляется, и ее дергает активатор. Соответственно, где-то я видел, что можно померить сопротивление, но в данном мануале на данный мотоцикл я этих данных не нашел. Конечно, логичнее было бы померить какое-то сопротивление. Но я умудрился померить, я туда подсунул проводок, зачищенный в нужный контакт, закрыл этот разъем, включил зажигание и быстрым движением пальца закрыл заслонку, хотя она дико этому сопротивлялась, увидел, что там 0,6 вольт, и быстро открыл, увидел, что там 4,2, все в норме. Дальше, вот этот датчик, это положение дроссельной заслонки, его тоже надо проверить. Здесь нам поможет сама электроника мотоцикла. Что мы делаем? Мы включаем зажигание, смотрим вот в это окошко. Здесь напротив циферок C0 есть черточка. Если ручку газа начинать накручивать, эта черточка переместится вверх. Вот, переместилась. Ручку газа отпускаем, она должна быть посередине.
переместилась, отпустили посередине. Может быть еще внизу. Соответственно, на отпущенной ручке газа эта черточка должна быть абсолютно посередине буквы С. Если это не так, тогда отпускаем вот на этом датчике регулировочный винт и, поворачивая датчик, находим эту середину и крепим его. Это 2. Далее цепляем бак, прогреваем мотоцикл до 80 градусов. Я не знаю, сколько это, но написано в мануале 5 минут. Если зима, то 7. И потом будем пробовать настраивать. Еще одно мероприятие, которое нужно провести, это вот здесь, на правом дросселе. Вот он. Вот 2 винта крепления кронштейна. Раз, два. И вот здесь внизу есть пластиковый винт, количество воздуха. Данный винт выкручиваем полностью, обрабатываем очистителем карбюратора или там, я не знаю, ацетоном каким-нибудь. Чистим, вытираем и вкручиваем до упора. Винт пластмассовый, сильно его затягивать не надо. Упор — это значит стал туже крутиться. Все. Второй винт на левом дросселе находится где-то под углом в 30 градусов. Где-то вот здесь. Вот под этой трубкой, где изгиб. Тоже вниз вы его увидите, точно такая же отливка, такой же пластиковый винт. То же самое его очищаем. Оба этих винта заворачиваем до упора и выкручиваем на 2-2,5 оборота. Но обязательно на одинаковое количество оборотов. Заметьте, по отвертке я выкрутил на 2,5 оборота оба. Это сделано для того, чтобы они нам сейчас не мешали. И первичная синхронизация заслонок должна быть сделана по вот этому винту. Вот там между заслонками есть подпружиненный винт. Он изменяет угол заслонок относительно друг друга. В идеале его, конечно, было бы удобно крутить на заведенном мотоцикле, подгоняя стрелки вакууметров к одному значению. Но я не нашел, как на закрытом дросселе к нему можно подлезть. Потому что отверткой надо залезть оттуда, из цилиндра. Соответственно, придется много раз завести, заглушить мотоцикл. Надо его накрутить ручку газа примерно на 3/4. И вот отсюда отверткой можно добраться до этого винта. То есть первым делом мы этим винтом настраиваем одинаковое показание вакууметров, а потом винтами количество воздуха мы сбиваем обороты до 900 и выравниваем снова показания этих стрелок. Ну, пока что все это была теория, я этого никогда не делал, давайте попробуем. Ну вот я поставил бак, обзор значительно ухудшился. Но вариантов больше нет. Я вам все рассказал, что буду делать. Дальше будем смотреть вот сюда. Вот это у нас передний цилиндр, это задний. То есть передний цилиндр нам надо заслонку приоткрыть. Глушим мотоцикл. Я уже рассказывал, почему мы его глушим. Потому что по-другому не добраться к регулировочному винту. Значит, накручиваем дроссель. И вкручу его еще на 1/4 оборота. Как тут все удобно придумано, кто бы знал. Конечно, удобнее было бы это делать на заведенном мотоцикле. Вроде движемся в правильном направлении. Короче, друзья, я много ковырялся, и мне удавалось стрелки на холостом ходу вывести в одинаковое положение, но тогда при открытии дросселя они делали разные вещи. Сейчас у них отличаются на 2 деления показания, но если я открываю ручку газа, делают очень похожие движения, практически синхронные. Вот. Все остальное я выведу винтами регулировки воздуха холостого хода на каждый цилиндр. Вот те пластиковые винты, о которых я говорил в начале.
Во-первых, у нас сейчас где-то 1100 оборотов, надо добиться 900 оборотов и добиться одинакового показания вот этих стрелок. На 1000 оборотов еще вылазит, закрутим еще. Не знаю, ну по ощущениям, по слуху работает стабильно, обороты нормальные. Поэтому так и оставлю. Давайте посмотрим результат. Так, смотрим. Здесь у нас C2.0 посерединке палочка стоит. Заводим. Ну и результат. Холостые. Перегревается кран пластиковый и стрелки тормозит. В общем, друзья, я долго маялся с этим делом, очень долго, часа, наверное, 3 я обучался на этом мотоцикле, как его синхронизировать. В итоге получилось нечто следующее. У меня 900 оборотов, иногда прыгает на 1000, ну где-то на границе с 1000, хотя должно быть по паспорту 900. Второе, холостой ход примерно выстоял вровень, но при этом винт на переднем цилиндре, количество воздуха практически закручен, а на заднем цилиндре откручен практически наоборот. Но на слух, мне кажется, стало лучше. Мне кажется, манометры, разная длина шлангов, разные стрелки, разные краны, может поэтому. То есть если мы делаем вот так вот, медленно, но самое главное, когда резко накручиваешь ручку газа, у меня раньше был затык. В общем, я замахался. Ну что, друзья, мне казалось, сейчас все будет просто идеально. Я синхронизирую заслонки между собой, синхронизирую на холостом ходу цилиндры по вакууметрам, и все станет идеально. На самом деле я не понимаю, в чем проблема. У меня получается перекос. Либо я выравниваю вакуум при открытии дросселя, там до половины где-то очень сильно заметно, либо, но тогда на холостом ходу все разбегается, либо на холостом ходу у меня все ровно, но тогда при открытии дросселя у меня стрелки как будто одна бежит за другой и догнать не может. Я решил, что основная нагрузка на двигатель приходится при открытии дросселя, там на второй-третьей передаче, разгон. Я сделал именно там более идеальную синхронизацию, а на холостом ходу у меня получилось, что на переднем цилиндре винт воздуха закручен практически до упора, а винт на заднем цилиндре воздушный откручен практически на 1 оборот. Вот. Но в любом случае стало все гораздо лучше. Раньше у меня мотоцикл при резком откручивании ручки газа
захлебывался, и было ощущение, что он сейчас заглохнет, остановится. Сейчас он резво набирает обороты и отсутствуют при разгазовке странные звуки из глушителя, хлопки и так далее. Оставляем, собираем, там посмотрю. Может быть, я у кого-то поучусь, как это делать, и тогда уж точно еще раз это повторю. А на данный момент у меня все. Кому было полезно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!